Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Как муравей кушает? Почему кусается крапива? Где пчелы переносят мед? И еще очень большое количество подобных вопросов сыпется родителям, когда у ребенка в возрасте 4-5 лет начинается период почемучки. В это время дети активно интересуются устройством предметов быта, жизнью животных и окружающим миром в целом. Сегодня у нас на обзоре суперсекретное устройство, которое поможет ребенку получить ответы на свои вопросы и заодно облегчит вашу жизнь. Это микроскоп Delta Optical Stereo Light. Самый удачный оптический прибор для юного исследователя дошкольного возраста. Ребенок самостоятельно сможет увидеть ротовой аппарат муравья, острые белые иголочки на листьях крапивы и пыльцу цветов на пчелиных лапках, из которой потом получится мед. Мы вас заинтересовали? Тогда начнем обзор и посмотрим поближе на микроскоп. Оптический прибор поставляется в красочной картонной упаковке внутри пенопластовой формы. Коробка очень маленькая и не верится, что внутри находится микроскоп. Вес поставки не более 1 килограмма. Достав пенопластовую форму и заглянув вовнутрь, вы увидите сам микроскоп в полностью собранном состоянии, пылезащитный чехол, 2 батарейки и инструкцию по эксплуатации. Основание микроскопа изготовлено из пластика, имеет весьма скромные размеры 130 на 95 мм. Оборудовано круглым предметным столиком диаметром в 50 мм, 2 металлическими зажимами для фиксации изучаемого материала, кнопкой включения подсветки и прямоугольным отверстием, куда установлена станина микроскопа. Под предметным столиком присутствуют 4 резиновые ножки. Там же находится отсек для 2 элементов питания типа АА. У данного микроскопа станина – это пустотелая металлическая штанга прямоугольной формы. Высота штанги 130 мм. На нее 4 винтами крепится пластиковая гребенка. Настройка резкости изображений в микроскопе происходит путем вращения сдвоенной ручки грубой фокусировки, которая приводит в движение бинокулярную насадку, меняя ее положение относительно изучаемого образца. Рабочее расстояние у микроскопа меняется в пределах от 65 до 105 мм. Это очень хороший показатель, благодаря которому в оптический прибор можно рассматривать довольно-таки крупные образцы. К примеру, майского жука, кубик сахара, желудь, улитку, собственный палец и многое другое. В месте соединения станины и бинокулярной насадки на гребенке и на металлической штанге нет смазки. В процессе настройки резкости из-за трения черная поверхность станины покрывается белым налетом от пластика. Тем не менее, ход колеса фокусировки плавный, и ребенок запросто самостоятельно с ним справится. Движение бинокулярной насадки ограничено в верхней и нижней части стопорными плоскостями. Изображение формирует 2 идентичных объектива, расположенных очень близко под углом в 14 градусов друг к другу по схеме Грена. Кратность объективов равна 2. Такое положение объективов формирует стереопару – 2 неодинаковых изображения одного и того же объекта. Глаза человека видят разную картинку, что создает эффект объемного зрения. Освещается изучаемый материал одним светодиодом сверху, без возможности регулировки яркости. Подсветка очень мощная, полностью освещает предметный столик и часть основания микроскопа. Крепление к станине, корпус объективов и окулярные тубусы выполнены из пластика. У микроскопа есть возможность регулировки межзрачкового расстояния в пределах от 55 до 75 мм. Окулярные тубусы наклонены на 30 градусов к наблюдателю, благодаря чему смотреть в микроскоп очень комфортно. Не нужно сильно наклонять голову или привставать с места. Посадочный диаметр окуляров стандартный – 23,2 мм. Сами же окуляры разочаровали своим качеством. Корпус пластиковый, линзы не имеют просветляющих покрытий, оптическая схема Гюйгенса. Кратность окуляров равна 10.
В комбинации с объективами микроскоп имеет одно увеличение в 20 раз. Для оценки качества изображения мы использовали специальную цифровую камеру, которую установили вместо окуляра. Увы, но при такой системе фотофиксации нет возможности оценить всю прелесть объемного изображения. Тем не менее, можно дать обобщенную оценку качества изображения. Сейчас вы видите увеличенное в 20 раз изображение спичечной головки, ракушки, ткани, шерсти собаки и стебля растения. На изображении присутствуют слабо выраженные искажения в виде хроматической и сферической аберрации. Но стоит не забывать, что это микроскоп для ребенка, так что в целом картинке можно дать положительную оценку. В ходе тестирования микроскоп с легкостью справился с возлагаемыми на него задачами и заслуживает высокую оценку в 7 баллов из 10 возможных. 2 балла мы сняли за непродуманный механизм фокусировки и за отсутствие смазки во всех подвижных частях микроскопа. После покупки рекомендуем смазать механизмы оптического прибора. Это значительно увеличит срок его службы. 3 балл был снят за окуляры невысокого класса, хотя это не самые худшие окуляры, которые нам попадали в руки. Микроскоп откроет ребенку удивительный микромир насекомых, растений и животных, раскроет секреты структуры разнообразных материалов и минералов, поспособствует развитию моторики, пространственного мышления и внимания. С уверенностью можно сказать, что микроскоп Delta Optical Stereo Light на 100% достоин звания первого оптического прибора для юного натуралиста. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.